Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня продолжаю работать с заготовкой, которую вышивала атласными ленточками на обычной швейной машинке. Кто не видел это видео, ссылочку я оставлю в описании к видео. Я заморочилась и отпорола пояс, и я уже его видоизменила. Я, значит, полностью разгладила все швы, разрезала его там, где пуговица, она же вот у меня вот на краешке была. Здесь все распорола, а пояс потом разрезала. И пришила кусочек пояса, тоже распоротого, чтобы удлинить эту часть. Я собираюсь ее вставить вот здесь вот в серединке. И у меня это будет застежка для сумки. А клапаном будет вторая часть пояса. И видите, здесь вот с одной стороны прострочка была, а здесь уже складка пошла. Совсем немножко было ткани, поэтому я здесь эту часть еще надставила кусочком этих же, а может быть и не этих же джинсов. Вот, но так как это у меня пойдет в шов, то это будет смотреться уже тогда симметрично. И здесь, чтобы смотрелось симметрично, я сейчас еще сделаю прострочку. Ну, прям вот точно таких ниток не нашла. Вот видите разницу? Вот мои нитки, а вот нитки, которые были в джинсах. Ну, точь-в-точь у меня не оказалось вот таких толстых именно ниток. Шью я, у меня не оказалось иголки для джинсы, поэтому я шью 90 номер иголка для кожи. Она хорошо очень пробивает. Но вот здесь вот я когда сшивала, вот смотрите, только внешнюю часть. А внутреннюю я просто завернула и обрезала, чтобы меньше слоев ткани было. Потом в шов у меня уходило. Ну вот, сейчас я прострочу вот здесь вот желтой ниткой и сошью вот эту деталь с этой и с вот этой. Сделаю переднюю половину моей сумки, переднюю часть моей сумки. Все прострочила. И теперь еще сделаю отделочную строчку вот красными нитками, потому что у меня и на петельке здесь вот красная, и на кармане красная. Вот отстрочу еще вот здесь. Ну вот, отстрочила. Конечно, мои красные нитки не такие яркие, как здесь. Но у меня вот нет таких толстых. И теперь отстрочу вот здесь, вот зашью вот этот свой пояс, будущий клапан, тоже весь красными нитками по периметру. Вот прострочила. Но я хочу сказать, вот в этих местах, вот самых толстых, где у меня тут прямо много слоев ткани, я прям вручную проворачивала маховик и при поднятой иголке чуть-чуть сдвигала джинсу. Моя машинка вот не справлялась, но я ее все-таки перехитрила. Так, что я делаю дальше? Я пристрочила своих бабочек, которых в прошлом видео делала. Я в описании оставлю ссылочку, как я делала этих бабочек. И я повторно еще раз прошлась вот этими красными нитками, еще одну строчку сделала, и они стали поярче. И я сшила вторую заднюю часть своей заготовки из кусочков. Вот, ну, что нашлось, то есть сшила. Такого же размера, как и первая передняя. И складываю их и прострочу по периметру, кроме верхней части. Справа дно и с левой стороны. Все прострочила. И теперь решила разгладить швы, все, которые только что я застрочила, потому что мне удобнее будет работать, если они у меня будут вот разглаженные. Как же мне нравится работать с джинсовой тканью. Прям вот ничего не тянется, никуда ничего не уезжает. Как задумала, так и прострочила. Просто класс. После этого я углы складываю и буду делать дно. Совмещаю вот эти шовчики вот так. Перпендикулярно этим швам провожу линию, по которой я буду строчить. 7 сантиметров у меня будет ширина донышка. Можно даже сколоть, чтобы в этом положении не держалась. И по этой нарисованной линии я буду строчить. И с другой стороны точно так же складываю швы, скалываю. Ну, то есть отмечаю, скалываю и буду строчить. Вернусь, когда сделаю.
Прострочила, срезаю уголочки, оставляя небольшие припуски. И выворачиваю. Давайте посмотрим, что получилось. Вот такое донышко получилось. Теперь буду делать ручки. Для ручек я нарезала 2 полоски по 6 сантиметров толщиной из джинсовой ткани и из вот этой вот разноцветной, которую я для бабочек использовала. Длина этих полосок 77 сантиметров. Вот я их между собой сошью, у меня ручки получатся с одной стороны джинсовые, с другой вот такие вот разноцветные. Вернусь, когда сделаю ручки. Ну вот, ручки мои готовы, я их сострочила, вывернула. Как вывернуть узкую деталь, я ссылочку в описании оставлю к видео. И прострочила вот этими же желтыми нитками толстыми, которыми у меня вот были прострочены и несколько еще деталей. Теперь я буду... Сначала я хотела джинсовую сторону делать сверху, а внутри вот такую красивую. Но подумала, что эта ткань немножечко может скользить, поэтому я джинсовую часть сделаю внутрь, а красивую, разноцветную снаружи буду пришивать, чтобы ручки были джинсовой стороной внутри. Подкладку я тоже уже сделала, я не стала показывать, потому что я ее шила точно так же, такими же размерами, как и сумка, тоже сделала такое же донышко. Единственное, я вставила сюда кармашек на молнии, сделала тоже с такой красивой тканью. Тоже ссылочку в описании оставлю, как сшить в сумке карман на молнии. И с этой стороны сделала вот такой кармашек обычный. Просто в 2 слоя сложила эту ткань, застрочила, и получился кармашек. После того, как ручки и клапан пристрочила, я беру свою подкладку, я ее уже вывернула наизнанку, оставила в дне отверстие для выворачивания и надеваю лицом к лицу на свою сумку. Надеваю и совмещаю вот эти вот боковые швы и скалываем булавочками. То же самое поворачиваю и делаю с другой стороны. Совмещаю швы и скалываю булавочками. Все, теперь мне осталось прострочить по окружности всей сумки, что я и сделала. И теперь через отверстие, оставленное в подкладке, выворачиваю сумку на лицо. После того, как вывернула, мне нужно застрочить отверстие, которое я оставляла для выворачивания. Это можно сделать вручную потайным стежком. Я застрочила на машинке, засунула всю подкладку в сумку и хорошенько отглаживаю весь верхний край, чтобы хорошо все лежало, потому что потом мне надо будет сделать по этому верхнему краю отстрочку, чтобы все это держалось еще в этом положении. Я отстрочку поверху сделала красными нитками и вынесла ее на улицу фотографироваться. Мне нравится. Мне кажется, что прикольно получилось. И ручки подлиннее здесь как раз удобные, и нарядные. И подкладка такая, что откроешь, и душа радуется. Мне нравится. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.